Михаил Гельфанд – биоинформатик, кандидат физико-математических и доктор биологических наук, профессор Высшей школы экономики и МГУ, заместитель директора Института проблем передачи информации имени Харкевича, один из основателей Диссернета – общественной экспертизы кандидатских и докторских диссертаций. Человечество вообще как-то за сотни тысяч лет, оно вообще эволюционировало? Или как мы в саванне, вот вид наш появился, так мы вот и... Ну, вы посмотрите на человека, который живет в саванне, и в зеркало. Да. Вы обнаружите, что вы от него довольно сильно отличаетесь. Надо мной поработал гример. Ну, все-таки не то, чтобы он вас там все вымазал белой краской. Да. Например, люди, живущие там в высоких широтах, не у экватора, имеют белую кожу. Это, так сказать, очевидное эволюционное приспособление, причем молодое. Такой классический пример из учебника, что взрослые во многих популяциях взрослые могут пить молоко. Это толерантность к лактозе. Потому что нормой является как раз там, тяжелый понос после стакана молока. Такой вот исторической нормой. Да, вот в саванне. Там есть скотоводческие народы в Африке. У них тоже есть переносимость лактозы за счет совершенно другой мутации, но с такими же последствиями. А это, простите, появилось когда, что человек такой, я тоже хочу во взрослом возрасте пить молоко, и давай его пить. Ну, потому что, когда появилось скотоводство, то оказалось, что те, кто во взрослом возрасте пьют молоко и от этого там не мучаются поносом, получили новый источник питания. А довольно значительная часть эволюции человека, по-видимому, происходила под влиянием недостатка еды. Если вы сделаете просто современные геномы очень большого количества людей, то вы можете увидеть, на какие гены действовал отбор, ну вот буквально там последние пару тысяч лет. На какие варианты. И сделали такую работу, значит, сделали там что-то несколько тысяч геномов жителей, значит, Британии, коренных, да, насколько можно было судить. И, соответственно, посмотрели, куда отбор действовал. Отбор действовал очень смешно. Но из таких стандартных вещей он действовал, опять-таки, вот на систему, значит, синтеза лактазы, ну, чтобы молоко пить. А действовал на варианты генов иммунной системы, что очевидно, потому что на иммунную систему эволюция действует все время. А дальше очень смешно. Отбор благоприятствовал высоким, голубоглазым блондинам и, соответственно, блондинкам. Вот. И это вещь, которую видно вот действительно. Вот просто выходит, так сказать, естественно. Опять, я не знаю, как это было технически сделано, но вот вывод очень смешной. Михаил Сергеевич, я, значит, когда готовилась к нашему разговору, поняла, что мы все скоро умрем в связи с проблемой эволюции. Нет, но умрем мы независимо от эволюции. Но наш род вымрет. Человеческий, да. Ну, есть такая точка зрения, да. Но она немножко экстремистская все-таки. Я, значит, вычитала такое, что тот самый мутагенез, к которому мы пришли, что вот уже прекратился половой отбор, что мы изобрели столько таблеток, что мы спасаем жизнь каждого человека. Понял, да. Плохой он или понял. не Ну, я понял, что снизил. Да. Но погодите, про половой отбор это, значит, вы напрасно, я думаю, потому что замечательно он все-таки действует. Это политически некорректно по нынешним временам, действительно, но все-таки. Вот. Значит, действительно, жесткость отбора, такую физиологическую приспособленность снизилась, да, потому что мы там не добываем еду в лесах, мы не бегаем от тигра, мы там не живем, значит, там в пещере или где-то там в шалаше, значит, где то жарко, то холодно, да, то есть вот влияние такой внешней среды на человека действительно уменьшилось. Значит, к чему это приводит? Это приводит к тому, что действительно увеличивается мутационный груз в среднем на популяцию. То есть вот из там, 20 с лишним тысяч генов, которые у нас работают, у каждого человека примерно 100 сломанных. Мутации, которые разрушают, не дают синтезироваться белку. То есть просто не делается соответствующий белок с этого гена. И как-то ничего, мы с этим справляемся, потому что система довольно сложная, там большое количество всяких обратных связей. И, ну, там, если одну улицу в городе с хорошей транспортной сетью перекрыть, ну, наверное, весь город не встанет, да, там как-то будут ее объезжать. Ну, там будет немножко неудобно. Да, но если в какой-то особи случайно, да, так вот сложились мамины с папиными хромосомами, что у него не 100 битых генов, а 150, ну, тоже, если там нету тяжелых мутаций, вот совсем, сказать, которые к болезням приводят, а большинство все-таки таких, да, которые приводят к болезням, их мало, то тоже он, в общем, будет там ходить как-то, но вот ходить он будет чуть хуже, там бегать будет чуть медленнее, там будет чуть поглупее, ну, вот как-то вот будет чуть похуже, не такой красивенький. Вот.
И когда у вас жесткий отбор, то вот такие особи, в которых случайно собралось сразу много плохих мутаций, они отсеиваются. Когда у вас отбор снижается, ну вот он не такой красивенький, но вот вы же говорите, что полового отбора больше нет, что вам пофиг, там красивенький или нет. Да. Вот. Или там умненький или нет. Да, так сказать. Ну вот. И, соответственно, они оставляют потомство, и вот этот вот мутационный груз, он передается из поколения в поколение. А механически он все время нарастает. Да, самый главный враг человека – это его родственники. Да, это те, кто на него генетически больше всего похож. Это самый главный конкурент, потому что они конкурируют ровно за одно и то же. И если популяция маленькая, то значит, отбор перестает замечать даже плохие мутации, действительно наступает генетический коллапс. Вот есть такое чудесное наблюдение, что в очень многих отрядах млекопитающих есть линии, которых представители резко-резко растут, а потом исчезают. И, скорее всего, это происходит ровно вот из-за этого механизма. Да? Потому что когда, вообще говоря, в короткой перспективе быть большим хорошо. Потому что тебя никто не съест. У кошечки в лесу там куча врагов, которые, там, ну, например, кошечки покрупнее, да? А у тигра естественных врагов, в общем, особенно нет. Там на слонов тоже никто не охотится, кроме браконьеров. Но да. Браконьеры – это последнее время изобретение. На коротких временах быть большим хорошо. Поэтому мутации, которые способствуют тому, что там следующее поколение немножко крупнее предыдущего, они хорошие, они закрепляются отбором, все замечательно. Да? И вид просто постепенно увеличивается в размер. Но если ты большой зверь, тебе нужно много площади, чтобы прокормиться. Соответственно, если тебе нужно много площади, чтобы прокормиться, то размер популяции становится меньше, потому что, ну, всего-то площадь ограничена. Да, мы делим территорию. Вот, да, соответственно, их становится просто тупо меньше. У каждого из них зато больше, значит, территория. И вот когда их совсем мало, то отбор перестает действовать. И тогда наступает генетический коллапс. Размер популяции человечества колоссальный, да, поэтому такой коллапс вроде бы не должен наступить, просто потому что народу очень много. Вот. Кроме того, меняется направление отбора. Мой любимый пример, он затасканный, но очень поучительный просто. Почему так много людей с избыточным весом? А особенно много людей с избыточным весом у племен, которые, ну, грубо говоря, попали в цивилизацию. Да, вот они жили в лесу, а потом у них построили Макдональдс. И вот в этот момент у них действительно наступает эпидемия ожирения. Совершенно понятно почему. Потому что, когда ты живешь в лесу, то очень хорошие варианты генов – это те, которые позволяют тебе запасать лишнюю еду в виде жира. Завалили мамонта, значит, все наелись, все стали толстенькие, доживем до следующего мамонта, как мы переможемся. Да. Как у верблюда если город, если у тебя обмен веществ эффективный, если ты все это сжигаешь, да, то ты, конечно, наелся, но жир не отложил. И ты такой худенький, а следующий мамонт пришлют только через месяц. И кирдык. Вот. Поэтому человечество очень долго отбиралось на то, чтобы уметь запасать жир. А сейчас, значит, поскольку Макдональдс в каждом углу, опять-таки мы говорим сейчас не про Африку, значит, ограничений по доступности еды нет. Ну вот люди и наедаются, и становятся действительно заметно полнее, чем их предыдущие поколения. Так вот, отбор тем самым сменился. Вот сейчас хорошие варианты – это не те, которые запасают лишнюю еду в виде жира, да, это не запасливые варианты, а наоборот расточительные, которые все сжигают. А половой отбор все-таки никто не отменял. Хорошо. Я к тому, что все-таки мутирует этот ген. Ну, то есть вот нужно... Он не мутирует. Эти аллели, они все время присутствуют в популяции, просто с разной частотой. Это даже не то, чтобы новый вариант гена. Это какой-то старый, который раньше был задавлен, его было мало. Но потом это же не один ген, да, это целый комплекс генов, поэтому там есть генетический компонент, несомненно, у массы тела, ну, при одной и той же диете, скажем. Но это не от одного гена зависит, да, это от целого комплекса. И у всех этих генов есть варианты, которые как бы чуть более экономные, чуть более запасливые и чуть более расточительные. Если там у человека так совпало, что у него все запасливые, а он еще кушает хорошо, то кирдык, да. Если у него все запасливые, а он живет где-то в лесах, значит, бегает с копьем, то, наоборот, ему хорошо. А с расточителями наоборот, да, вот. Ну, бывают такие счастливые люди, которые там едят все, что угодно, в любых количествах. И, это правда. Значит, все им замечательно. А вот посели такого человека, значит, сейчас вот в какой-нибудь дикий лес и заставь там охотиться, ну, ему будет хреново. А что еще делает нас сегодня хуже, что раньше было на пользу? Ну, на самом деле, очень интересно, как устроен отбор по интеллекту. Потому что, с одной стороны,
все-таки сейчас там в среднем более умные люди более успешные. И у интеллекта есть генетическая компонента, это как бы тоже, в общем, медицинский факт. С другой стороны, опять-таки сейчас отбор действует парадоксально, потому что более успешные люди в среднем имеют меньше детей. Да. Вот. Мне кажется, раньше было наоборот, да? Раньше было у более успешных людей дети просто лучше выживали. Потому что... Даже количество, так сказать, было, может быть, тоже... количество рождений могло быть тем же самым, но просто они выживали лучше. Просто тупо у более успешного человека, у него там больше еды для детей, они лучше выживают. Да, там лучше, не знаю, там больше комнат в доме, значит, лучше гигиеническая обстановка. Ну, что угодно там, я не знаю. И такой отбор, в общем, по-видимому, был. Но опять, там, где начиналась какая-то цивилизация. А сейчас этот отбор, он как бы, с одной стороны, тоже есть, но с другой стороны, вот он действует парадоксально, потому что, просто там откладывают рождение детей, там вот все эти приключения, да. В среднем там количество детей обратно коррелирует, по-моему, с уровнем образования там, в Европе, в Америке, где угодно. В России, я подозреваю, тоже, кстати. Значит ли это, что человечество тупеет? Этого никто не посчитал. Да, это все-таки времена существенно большие, чем в состоянии поймать исследователи на протяжении своей жизни. Поэтому не очень понятно, как это смотреть. Вот так вот исторически. Потом, там есть разные. Там увеличивается возраст родителей при рождении детей. Соответственно, больше мутаций накапливается со стороны папы, потому что у мальчиков, у молодых людей, по-моему, я не помню, 30 новых мутаций в год, по-моему, в сперматозоидах накапливается. Потому что яйцеклетки закладывают с самого начала и просто дремлют. Какие есть, такие есть. Какие есть, такие есть, да. А сперматозоиды производятся непрерывно. Поэтому чем старше человек, тем больше просто делений прошли его сперматозоиды. Поэтому кто хочет заниматься карьерой, пусть сперму морозит, я не знаю. А женщине все равно? А женщине возраст. пофиг. Во-первых, все-таки заморозить сперму – это гораздо менее мрачная операция, чем добывать яйцеклетки. Да, в этом смысле женщинам этим заниматься без каких-то серьезных причин, в общем, не стоило бы, наверное. Вот. А у женщин другое. У женщин не накапливаются мутации, такие точечные. Но вроде бы с возрастом старые яйцеклетки, условно говоря, в них больше каких-то клеточных, таких хромосомных операций больших, просто перестановки больших кусков хромосом. Вот. И с точки зрения конкретной семьи еще неизвестно, что хуже. С точки зрения генетики человечества, эти большие операции, они вклад в генетику человечества не вносят, потому что они, скорее всего, просто не жизнеспособны. То есть для человечества хуже то, что папочки стареют. А для конкретной семьи и то, и другое, конечно, плохо. И из общих соображений, такие межрасовые, потомки межрасовых браков, с иммунной точки зрения, по-видимому, должны изначально быть больше приспособлены к большему спектру патогенов. Да. Но это фантазия, это никто не мерил на самом деле. Там есть по этому поводу разные. Какие же исследования евреев-ашкеназов? А что ашкеназов? Что они в своей закрытой группе скрещивались друг с другом родственники, и там больше мутаций. Не, погодите. Когда скрещиваются друг с другом родственники, от этого количество мутаций не увеличивается. Близкородственные браки плохие не тем, что возникают новые мутации, а тем, что комбинируются старые. Потому что история вот какая. Есть плохие варианты генов, которые устроены так. Если у человека оба хороших варианта, замечательно. Если у него оба плохих, таки плохо, у него будет серьезное генетическое заболевание. Если у него один хороший, один плохой, то опять-таки ничего не будет. Потому что это называется рецессивные варианты, которые не работают в гетерозиготном состоянии, то есть не работают, когда два разных. Да, у меня от папы пришел хороший вариант, от мамы пришел плохой, я нормальный, здоровенький, бегаю, как ни в чем не бывало. Если частота такого варианта в популяции маленькая, она будет маленькая, потому что он вредный, то вероятность того, что встретятся два плохих варианта, носители двух плохих вариантов, она не очень большая. Значит, что значит, надо, чтобы они встретились? Значит, что папа должен быть с двумя вариантами и здоровый при этом. Мама должна быть с двумя вариантами и здоровая при этом. Тогда у ребеночка с вероятностью 1/4, я не помню, по какому закону Менделя, встретятся оба плохих варианта, и ребенок будет серьезным генетическим дефектом. Да. И это для семьи это трагедия. Если мама с папой
не близкие родственники, то у мамы свой набор плохих вариантов, у папы свой плохой набор плохих вариантов. Два плохих варианта одного гена у ребенка не встречаются. Потому что у мамы они одни, а у папы другие. Если мама с папой близкие родственники, то у них, они генетически похожи, и у них встречаются плохие варианты у одних и тех же генов. И поэтому просто увеличивается вероятность генетических болезней у потомства, потому что те же самые 100 плохих вариантов теперь не распространились отдельно у мамы, отдельно у папы, а друг с другом сильно связаны. Потому что мама с папой родственники, они одни и те же варианты наследовали от своих предков. Ну и, соответственно, увеличивается вероятность каких-то наследственных болезней, генетических болезней. Но это не потому, что эти мутации отобрались там, или что-то. Это просто потому, что близкородственный брак и одни и те же гены сломаны. Понятно. И, значит, ашкеназы ашкеназами, но, в принципе, там, история человечества в основном-то как раз происходила в условиях, в общем, довольно близкородственных браков. Да, просто потому что там, племена или популяции, или деревни были маленькими. Да, вот если взять какую-нибудь типичную родословную, я вот видел пакистанскую, да, там дяди с племянницами, это норм. Вот, там, там двоюродные, это даже в Европе на самом деле можно. И опять, там на самом деле интересная вещь, потому что для индивидуальной семьи это плохо. Ну, это трагедия, да, потому что родился там больной ребенок. С точки зрения популяционной генетики, близкородственные браки, наоборот, штука очень хорошая, потому что что значит, что родился больной ребенок? Это означает, что он не оставит потомства. И вот эти вот конкретные плохие гены, они из популяции вымоются. Давайте о бактериях. Значит, все равно говорят, что вот, опять же, о цифрах, может быть, они тоже придуманы, как говорите, значит, чуть ли не каждую минуту отмораживаются вот эти давно забытые старые бактерии. Хорошо. Чем это нам грозит? Значит, это нам ничем не грозит, потому что это просто ерунда. Понятно. Смотрели бактерии с вечной мерзлоты, ничем они от современных не отличаются. Значит, это просто все страшилки. Значит, с бактериями история следующая. Во-первых, надо понимать, что бактерии и вирусы разные вещи, да, это люди путают, и это разные сюжеты. Конечно. Сейчас мы говорим именно про бактерии. Вот, значит, происходит следующее с бактериями. Значит, бактерия, которая... Ну, вот если предположить, что какая-то бактерия там выжила, не знаю, там, несколько миллионов лет, то, скорее всего, она будет безвредная, просто потому что она с нами никогда не встречалась, и она нас грызть не умеет. Бактерия же не... Случайная бактерия, она не будет грызть кого ни попадет. Это как бы одна сторона. А вторая сторона, сейчас я сам себя, значит, выставлю в коленку, потому что самые злые патогены – это молодые патогены. И с ними человечество встречалось. Да? Там, ну вот по легенде, скажем, чума возникла примерно 10 тысяч лет назад, когда начали жить в больших городах. Да, вот первые большие неолитические поселения. Да. И вот в этот момент случился там какой-то набор мутаций, не безумно хорошо понятно какой, которые такую не очень добрую, но тем не менее терпимую бактерию Yersinia pseudotuberculosis превратили в чумную бациллу Yersinia pestis. И это можно просто наблюдать, вот посчитать, да. Вот. Там куча разных смешных историй с геномом этой чумы, так сказать, происходило. Самой бактерии тоже это было не очень хорошо, и пришлось довольно сильно эволюционировать. Но самый классический пример – это болезнь легионеров, такое плохое воспаление легких. Называется болезнь легионеров, потому что первая вспышка была замечена на собрании Общества Американского легиона, и они заразились через эти самые, как их зовут, кондиционеры. Потому что в норме, значит, эта бактерия живет, значит, в каких-то лужах и грызет там каких-то амеб или кто там плавает вместе с ней в этих лужах. А в кондиционерах, значит, там скапливается вода, которая потом в виде там, аэрозоля еще, значит, раскидывается по помещению. И если большую дозу этих бактерий вдохнуть вместе с этим аэрозолем, то, значит, им, так сказать, они понимают, что в легких тоже, в общем, те же амебы, значит, только как-то их много, и они немножко по-другому выглядят. И, значит, они начинают грызть нас. И это вот действительно такой, пожалуй, последний пример вот, по времени, такой яркий, так сказать, новой болезни, которая действительно возникла на глазах. Ну, потому что раньше конденсаторов не было, да, потому что нужна большая доза, нужен аэрозоль вот, воды, содержащей этих бактерий. Если просто пить воду из лужи, то там, понос будет, а воспаления легких не будет.
То есть возникают какие-то бактерии, действительно, время от времени, которые, тем не менее, научаются в нас заселяться. Они не возникают, они всегда были. Но из-за изменений, опять-таки, среды мы с ними входим в контакт с этими бактериями. Второе, что бывает довольно часто, что, скажем, человек долго лечится антибиотиками, и от какой-то болезни. Или, я не знаю, после каких-нибудь пересадок ему дают антибиотики, профилактически. Или просто идиот и жрет антибиотики, потому что ему двоюродная сестра третьей бабушки рассказала, что надо пить. По-разному может быть. Да? Убивается естественная микрофлора, которая у нас все время есть. Соответственно, размножаются какие-то бактерии, которые в норме тоже есть, но они были подавлены. Их было очень мало. Угу. У них убили конкурентов, а они по каким-то причинам к этим антибиотикам нечувствительны. Соответственно, они размножились, у вас получилась, бактериальная инфекция, которую антибиотик не берет. С точки зрения человека она новая, потому что раньше этим не болели. С другой стороны, эта бактерия была всегда, просто она была задавлена, мы ее не замечали. Такое тоже бывает. Антибиотики, я правильно понимаю, это тоже бактерия? Нет, антибиотик – это то, что вы в аптеке покупаете. Это таблетка. Но изначально мы же... Производитель антибиотика может быть бактерия, может быть грибок. Например, пенициллин делали из плесени. Да, А стрептомицин делают из стрептомицетов, которые бактерии. Антибиотики были всегда, потому что их производили микроорганизмы для борьбы с другими микроорганизмами. То есть, во всяком случае, последние пару миллиардов лет, скорее всего, были. И дальше, были какие-то сообщества, где было много разных микроорганизмов, почва, ил, такие богатые. И они друг друга травили и, соответственно, учились защищаться. Там была такая все время химическая война. И, опять-таки, было некоторое такое эволюционное равновесие. А где-то бегали многоклеточные. Например, мы с вами. Угу. У которых были свои бактерии, которые с ними тоже как-то взаимодействовали. И были даже свои патогены. Но у патогена, у него нет цели борьбы с другими микроорганизмами. Он с ними не встречается практически. А бактериальный геном, в отличие от чудесного места, где мы сидим, где куча всякого барахла раскидана, вещь страшно экономная. Там есть только то, что нужно. Реально, в этот момент. Потому что там страшный отбор просто на размер генома. Да, если у бактерии геном чуть больше, чем у ее сестры, она будет делиться чуть медленнее, между поколениями будет проходить больше времени, и потомство сестры более, на 0,5% более эффективное, ее вытеснит. Да? Поэтому бактерии все время, у них эволюционный геном все время сокращается. Да? То есть обязательные гены, которые необходимы, от них избавиться, понятно, что нельзя, ты станешь нежизнеспособным. Угу. Но все, что помимо необходимого, все эволюционно элиминируется. Просто, чтобы не таскать. Соответственно, у патогена гены устойчивости к антибиотикам, они им не нужны, они у них и не возникают, и нету их. А дальше пришел сэр Флеминг, с пенициллином. Так. И наши патогены стали встречаться с антибиотиками. И начали вырабатывать разные механизмы устойчивости. Вырабатывать. Это не то, что сидят, Совет безопасности стафилококков, и решают, как нам противостоять, обеспечить, антибиотическую безопасность. Нет, просто те, у кого за счет случайных мутаций устойчивость становилась чуть больше, они сразу получали эволюционное преимущество. Потому что появился новый фактор отбора, которого раньше не было. И они немедленно стали к нему приспосабливаться. И это, на самом деле, что так будет, понимал сам Флеминг. Он в Нобелевской лекции предупреждал, что если пенициллин употреблять бессмысленно, без правильного диагноза, в недостаточных дозах, недостаточными курсами, то мы вырастим устойчивых бактерий, пенициллин перестанет действовать. В Нобелевской лекции сэр Флеминг про это говорил. Человечество этого не послушалось. Антибиотиком кормили скот, и до сих пор еще подкармливают кое-где, антибиотиками. В России не отменили. В том числе в России не отменили, в Европе отменили, в Америке, в том числе человеческими антибиотиками, те, которых реально больницы используют. Я не знаю, антибиотики подмешивали в косметику. Если кто помнит рекламу мыла с триклозаном чудесную, да? Да. Миллионы злых бактерий окружают вас повсюду.
Криком нас не испугаешь, на авто не передавишь. А способна побороть этих вредных, злых бактерий супермыло. И антибиотики просто полили тупо. Да? Был чудесный ресурс, который, значит, долго мог бы работать, а работал мало. Вот. Это как бы, так сказать, история возникновения и процветания антибиотической устойчивости у бактерий. На Ютубе есть чудесный совершенно фильм, коротенький, там минут на 5. Там люди вырастили бактерий, устойчивых к 1000-кратной дозе антибиотика за 2 недели. Как? Ну так, просто они сделали, так сказать, такую большую дорожку с питательным веществом, разделили на зоны. Да. В каждой зоне сделали постепенно увеличивающуюся дозу антибиотика. Заселили их в чистой зоне, где антибиотика нет. Просто дали размножаться. Происходило следующее. Значит, они размножались в своей зоне. Доходили до границы, где начинается антибиотик. Там останавливались. Потом у кого-то возникала мутация, он прорывался в следующую зону, там у него не было конкурентов, он размножался там. У кого-то возникала следующая мутация. Он проникал еще в следующую зону. Значит, те, которые оказались в этой 1000-кратной, они дохлые. Да? Если их посадить теперь, вот взять изначальных диких, и вот этих вот, которые в 1000-кратной, значит, зоне, в состоянии жить. Если их теперь обратно вернуть и посадить в одну общую пробирку, то дикие тех вытеснят немедленно. Они существенно слабее. Но в присутствии антибиотика у них конкурентов нет, они там, значит, радостно размножаются. Если я закину, у меня такая простуда, горло болит, ангина, я закинулась антибиотиком. Горло болит, это, скорее всего, все-таки не ангина, а вирусное что-нибудь. Ну да, закинулись антибиотиком. Все прошло. И я на следующий день, не буду дрянь пить, заразили следующего, ему уже 2 дня надо пить, да. Да, нет, это ровно та самая история. То есть больничный, по-видимому, больничный отбор, вот, надо сказать, очень много лекарственных штаммов, на самом деле, циркулируют, лекарственно-устойчивых штаммов циркулируют в больницах. Потому что ровно по такому механизму. Да, много людей лечится, кто-то не пролечивается до конца, и у вас очень сильное давление отбора в сторону вот, постепенного приобретения этих самых. Но это не то, что мы выработали навсегда устойчивость к антибиотикам. Мы, в смысле, бактерии. Мы, в смысле, да, наши бактерии человеческие. И больше они нам не помогут. Нет, помогут, но нужно другие искать, да? Другие нет. Но антибиотики – это вообще большое, там много разных веществ с разным механизмом действия. Почему человечество, уже зная об этом, ничего не предпринимает? Смотрите, нет, но все-таки, скажем, использовать антибиотики в животноводстве запретили даже в Америке. То есть остались Китай и Россия. Угу. Тоже не самые маленькие страны. В России, кстати, я не думаю, что, может быть, это и не масса, уж просто дорого. Не знаю. Это интересный вопрос. Моя последняя съемка на птицефабрике показывала, что их кормят. Да. Подкармливают. Ну, вот этому человеку, который подкармливает своих птиц антибиотиками, значит, исходя из дантовской идеи, что каждому мерзавцу надо наказание, строго соответствующее преступлению, да, значит, вот здесь тоже, пожалуйста, вот человек, который подкармливает своих птиц антибиотиками, заразить каким-нибудь сифилисом и не лечить. Злой вы. Я совершенно недобрый, нет. Дальше начинается экономика. Потому что появление устойчивых штаммов от начала клинического использования массового, это в среднем, 10-15 лет. Антибиотик работает недолго. А затраты на разработку такие же, как любого другого лекарства. Да? Фармкомпании большие, они же нас... они, конечно, капиталистические акулы и мерзавцы, это понятно, это, сказать, все мерзавцы. Но они совершенно не процветают. Потому что то, что лекарства дорогие, даже те, которые вроде бы дешево делать, они дорогие не потому, что его дорого сделать, они дорогие, потому что он должен отбить расходы на разработку не только свои, этого конкретного лекарства, но еще и пары сотен, которые не дошли до клиники, да, которые там на разных стадиях заглохли. Да. И с антибиотиками получается, что применяют его недолго, да, там курс, 2 недели. Если антибиотик за 2 недели не помог, его там 3 месяца уже пить никто не будет. Значит, во-первых, курс не очень длинный, а во-вторых, срок службы антибиотика тоже не очень длинный. А расходы на разработку ничуть не меньше. Оказывается, что разработка антибиотиков просто штука тупо невыгодная. Угу. И поэтому новых антибиотиков последние пару десятков лет нету, новых классов антибиотиков. Да, есть только вариации. Плохо действуют. Старые постепенно отказывают. Количество фармкомпаний, которые в принципе занимаются антибиотиками, оно
в разы упало тоже. Вы как-то говорили, что раньше было чуть ли не 18 фирм, производящих антибиотики, а сегодня 4, да? Потому что это экономически невыгодно. То есть, что сейчас пытаются делать, пытаются улучшать существующие антибиотики, делать полусинтетические. Угу. Да, то есть, скажем, классический пример, значит, есть там антибиотики, а у бактерий есть фермент, который их разрушает. Угу. Соответственно, мы немножечко модифицируем антибиотик, этот фермент перестает его узнавать. Там, рано или поздно произойдут мутации в гене этого фермента у бактерий, и он теперь новый антибиотик тоже, так сказать, будет узнавать. Но за это время мы сделаем какой-нибудь еще полусинтетический. И вот такая гонка. Мы можем улучшать старые антибиотики в надежде обмануть вот эти механизмы устойчивости. А бактерии, соответственно, будут мутировать, чтобы научиться распознавать новые антибиотики тоже, если им сопротивляться. Это как бы одна история. Вторая история, что теоретически можно надеяться найти просто новые классы антибиотиков с новым механизмом действия, с новыми мишенями. И уже вот ими распорядиться разумно. Но нет, они нужны. Там, я не знаю, там... если в России смотреть, то где-то, я примерно, где-то 1 из 10 случаев туберкулеза не лечится ничем вообще. Вот. То есть это такая ультрамножественная лекарственная устойчивость ко всем противотуберкулезным препаратам, сколько их не есть. То есть там кумыс, свежий воздух, вот это все. А вы, кстати, вот показывали эту карту, да, вот эту, где Россия просто красным-красным, да. А в других странах как-то все получше. С туберкулезом это специфика России. Почему? Колонии, исправительные учреждения. Так а в Америке тоже? Потому что не. Там дело вот в чем, что советский, а теперь российский курс лечения туберкулеза, он традиционно долгий. То есть это несколько месяцев. Дальше, значит, человек попадает в колонию, там у него обнаруживают туберкулез. Или принесенный, или там он заразил, приобретенный, да. Его начинают лечить. Срок закончился, он выходит на свободу. Значит, контингент не самый социально благополучный, и надеяться, что он каждый день будет там, значит, регулярно ходить в аптеку, покупать и каждый день принимать, в общем, нету. Кроме того, денег стоит, да, так сказать. То есть они бросают лечиться, а это идеальная ситуация для выращивания лекарственной устойчивости. Да, вот непролеченный до конца курс. Когда мы чувствительных уже убили, а резистентные немножечко, так сказать, еще остались. Там вся история на соревновании штаммов. Не соревновании, так сказать, нас с бактериями, а на соревновании бактерий друг с другом. Да? Лекарственно-устойчивая бактерия, она в норме более дохлая, чем обычная. Потому что лекарственно-устойчивая штука не бесплатная. То есть в норме лекарственно-устойчивых штаммов нет или мало, потому что они не выдерживают конкуренции с обычными. Когда вы вносите новые элементы отбора, то они получают, соответственно, эволюционное преимущество. А если вы не допили курс до конца, так, чтобы убить вообще всех, то, соответственно, вы чувствительных убрали, а устойчивых вы отобрали. Чуть-чуть устойчивых. На следующем курсе еще чуть-чуть устойчивее будет, еще на следующем курсе, еще чуть-чуть устойчивее. Да, там... По поводу... Есть ли какие-то конкретные названия антибиотиков, которые все уже бесполезны? Вот классический пенициллин, по-видимому, бесполезен. Антибиотики, которыми меня в детстве лечили, оксациллин, еще что-то такое, ампициллин, по-видимому, они тоже сейчас уже... Угу. Я помню, вот меня там лечили оксациллином, как горький был ужасно, как гадость. Вот. Сейчас, по-моему, его даже и не продают особенно. Я еще хотела с вами обсудить вот эти аутоиммунные заболевания. Это происходит за счет эволюции, что иммунитет начинает пожирать сам себя? Заболевание не может произойти за счет эволюции, как нетрудно догадаться. Потому что эволюция, потому что если кто-то больной, то эволюция его как раз и угандошит. Я имею в виду, что вот мы тут подлечим, там подлечим, мой организм такой. С кем бороться вроде как? Начну сам с собой. Или я неправильно это все понимаю? Смотрите, значит, первая идея, да, что аллергии болеют дети из, значит, хороших семей, значит, где мама каждый день убиралась и, значит, протирала пыль и, так сказать, не было кошек-собак, да, это вроде медицинский факт. А второй медицинский факт, что аутоиммунные заболевания сильно скоррелированы с отсутствием глистов. Ничего себе. Вот. И более того, даже вроде бы были какие-то попытки какие-то вот аутоиммунные болезни лечить, там, заражая человека там, специальными нематодами, да. Значит, там идея вот какая, что у нас есть разные классы антител.
И в частности, есть специальный класс антител, приспособленный для борьбы с крупными паразитами. Это иммуноглобулин Е, по-моему, если я правильно помню. Который как раз вызывает реакцию аллергическую. Да, если к вам какая-то мерзость заползла в нос, что надо делать? Чихать и сморкаться, чтобы его высморкать вместе с этим самым. Да, если у вас какая-то мерзость заползла в кишечник, что нужно делать? Понос, да, чтобы его, значит, соответственно, оттуда вымыть. Да? То есть вот эта ветка иммунной системы в норме реагирует на крупных паразитов и вызывает реакции неприятные для хозяина, но, так сказать, еще более неприятные для этого паразита. Да? Его, соответственно, через ту или другую дырку эвакуировали. А теперь у нас этих крупных паразитов нету. А эта ветка иммунитета никуда не делась. И она начинает реагировать на другие. Это вообще классическая вещь в биологии, что если у вас есть какая-то система, которая осталась без присмотра, то она начинает заниматься ерундой. Это не только для иммунитета характерно, это такой, по-видимому, общий биологический принцип. Да, она начинает реагировать на более слабые сигналы, которые в норме бы она не замечала, потому что ей там с глистом справиться, а там то, что вы клубники поели, пофиг. И, соответственно, эта ветка иммунитета начинает включаться на какие-то антигены другие. Это аллергии, это не аутоиммунные заболевания, это аллергии. Аутоиммунные заболевания – это такой системный сбой. Там бывает по-разному. Значит, бывает, что он провоцируется инфекцией. Да, вот ревматизм провоцируется стрептококковой инфекцией, потому что это просто несчастный случай. Потому что антитела против стрептокока случайным образом могут взаимодействовать с нашими собственными белками. Просто, это какая-то случай, так сказать, совпадение. Да? Стрептококку совершенно неинтересно, чтобы у этого человека через 10 лет возник ревматизм. Да? Это чистая случайность. Тут немножко надо понимать, как иммунная система устроена. Соответственно, у нас есть там клоны клеток, и каждый клон клеток реагирует на какой-то, значит, внешний антиген или внутренний. А дальше у нас есть чудесный орган тимус, в котором клетки, реагирующие на свои собственные белки, уничтожаются. То есть мы сделали много-много разных лимфоцитов, и каждый из них, прежде чем выйти, так сказать, в лимфатическую систему, попадает в тимус. Я так немножко карикатуру тоже рассказываю, но попадает в тимус, и там ему показывают все белки, значит, самого организма. Да, вот тимус такой замечательный орган, где вырабатываются вообще все белки, независимо от того, в каких тканях они должны работать в норме. Просто за тем, чтобы их показать лимфоцитам. А дальше, если какой-то лимфоцит с дуру на этот родной человеческий белок, в смысле хозяйский белок, среагировал, то его тут же элиминируют. Соответственно, значит, аутоиммунных реакций быть, по идее, не должно. Да? Вот если эта система дает сбой, если какой-то лимфоцит это проскочил, он потенциальный, значит, родоначальник какой-то системной аутоиммунной болезни. Давайте поговорим по поводу, значит, что у нас? Рак. Он как-то эволюционирует. Бог даст, нету. Пока. Он как-то эволюционирует у нас? Рак эволюционирует. Каждая конкретная опухоль эволюционирует с дикой скоростью. Смотрите, значит, рак – это такая болезнь бюрократии. Да, когда клетка перестает адекватно воспринимать сигналы, и, так сказать, у нее разрушается управление. Да? В конечном счете она начинает бесконтрольно делиться. Значит, нормальная клетка, во-первых, не делится, потому что она получает сигналы от соседей, которые ей говорят, что, так сказать, тут все нормально. Нормально сидим, все делится, да, мы живем себе, да. Во-вторых, у нее есть механизм самоподрыва. То есть если клетка вдруг начинает хотеть делиться, когда ей не положено, то у нее включается такой специальный механизм, который называется апоптоз. Это механизм самоубийства клетки, которая сошла с ума. Значит, как бы независимо от всего остального. Соответственно, чтобы стать раковой, должно довольно много всего произойти с клеткой. Она должна, во-первых, у нее должна поломаться бюрократия, которая ей сообщает. Передача информации, значит, внутри этой клетки должна порушиться. А во-вторых, значит, она должна перейти к бесконтрольному делению, а во-вторых, у нее должен сломаться этот самый механизм самоподрыва, который встроен. И эти события, они там происходят. Опять, это не один ген, это много разных генов. Там рак может возникать путем большого количества разных поломок, потому что система довольно сложная, ее в разных местах можно ломать. И, соответственно, клон может быть более злой или менее злой.
Там, если клон делится чаще, он более злой. Если клон делится реже, он менее злой. Там, если клон научился жить не в своей ткани, а в какой-то другой, да, нормальная клетка, если она попадает в другую ткань, она там немедленно дохнет опять, потому что у нее соседи все другие. Вот. Значит, если раковая клетка научилась жить не только в своем привычном окружении, но где-то еще, вот это такой потенциальный предшественник метастаза. Да? Да. Опять должны случиться еще какие-то мутации, чтобы вот перестать узнавать свое нормальное окружение. Потом, например, раковые клетки обычно голодают, у них неэффективный метаболизм, значит, они не делятся просто потому, что им не хватает ресурсов. Если какая-то раковая клетка вдруг научилась выпускать в среду фактор роста сосудов, который в норме работает при ранениях, да, туда прорастают сосуды, чтобы там... Вот если какая-то клетка научилась раковая, да, в другой совсем ткани, продуцировать фактор роста сосудов, который в норме молчит, этот ген, значит, к ней прорастают капилляры, она лучше питается, начинает интенсивнее делиться. Вот она подавила, значит, своих соседей. Какая умная сволочь. Вот. Ну как, опять, это случайная мутация. Это механизм, который в норме выключен. Если он в результате случайно... кто-то задел выключатель, он включился. Да. Вот. Там, если пациента лечат химиотерапией, то там начинается отбор, соответственно, на устойчивость к этой химиотерапии. Вот это как раз работа там последнего времени, когда люди начали определять геномы и то, как гены работают вот не в опухоли целиком, и даже не в каком-то кусочке опухоли, а в индивидуальных клетках. Вот, начиная с этого момента люди могут проследить просто вот эволюцию индивидуальных клеток в опухоли. И вещь, которую понимали всегда, но посчитать не могли, что там любая опухоль, она страшно неоднородна. Собственно, поэтому рак тяжело лечить, да, потому что вы лечите на самом деле сразу очень большую, очень разнородную. То есть вы пытаетесь избавиться от очень большой и очень разнородной популяции клеток. Давайте приведу аналогию. Почему-то у меня рисуется это как толпа, там, я не знаю, митинг, где люди пришли и просят разного, да, одни там за... Ну да, мы знаем, как это делается. Это, так сказать, значит, такие методы тоже есть, да, вы просто убиваете все делящиеся клетки. Вот. Другое дело, что там это для организма тоже страшно вредно. Потому что проблема с раком, что вы на самом деле пытаетесь избавиться от своих собственных клеток, которые только чуть-чуть видоизменились. Да? С бактериями в этом смысле легче. У них совершенно другой метаболизм, у них есть мишени, которых у нас вообще в принципе нет. Угу. Поэтому антибиотик, так сказать, для бактерий он убивает, а человека он не убивает, во всяком случае, там, в сопоставимых дозах, потому что у человека просто нет соответствующей мишени для этого антибиотика. Да. А с раком так не получается, потому что это те же самые родные клетки, они только чуть-чуть видоизменились. Кроме того, наши собственные клетки еще безумно разнообразные, да, в разных тканях. Угу. Вот, то есть это не просто вот чуть-чуть видоизмененные клетки, но это еще видоизмененные клетки на фоне большого колоссального разнообразия. Да? Это скорее то, что, это не митинг, вот если сказать про вашу аналогию, то это скорее много одиночных пикетов на оживленной площади, куда люди пришли, вообще большинство пришло по другим делам. И вам надо вот точечно элиминировать этих самых, значит... С плакатами? Оппозиционеров, да. Они некоторые с плакатами, а некоторые с чистым листом бумаги, а некоторые просто руки широко расставили, а у некоторых на майке чего-то написано. А люди такие же, так сказать, вот. А вам нужно еще вам нужен такой ОМОН, который вот их распознает, так сказать, безошибочно, а они все разные при этом. И все остальные тоже все разные. Угу. Вот. Вот у вас и случаются разные эксцессы. Так а почему вы говорите, что эволюционирует и становится злее? То есть у нас организм говорит, химиотерапия, все, я научился... Потому что они соревнуются друг с другом. То есть клетки в опухоли, вот разные клоны в опухоли, генетически немножко разные, они соревнуются друг с другом, а мы с их точки зрения ресурс. И то, что с каждым годом они... И опухоль прогрессирует, потому что тот, который нас в качестве ресурса использует более эффективно, он получает эволюционное преимущество. Это же... Я почему не могу понять? Это же не вирус, что я вот болею, на другого чихнул, у него мутация. Нет, он злее становится не то, что если вы сравниваете раки у разных людей. Да. Это не в историческом времени он становится злее, а в физиологическом времени одного пациента. Угу. А вот так, что по времени мы получаем что сейчас рак более злой, чем 100 лет назад? Думаю, что нет. Просто 100 лет назад не доживали. А новые появляются виды?
Там немножко другая вещь. Улучшается просто наше понимание того, что то, что мы раньше считали за один вид рака, теперь несколько разных. Классический диагноз рака просто по месту. Потом начали смотреть в микроскоп, и начался диагноз рака по типу клеток, там мелкоклеточный, не мелкоклеточный. Там. Вот. А сейчас, опять-таки, поскольку мы можем смотреть, как гены работают, то сейчас начались вот именно такие молекулярные диагнозы по тому, какие именно поломки случились. Там тоже, на самом деле, интересно, что будет. Потому что, смотрите, вот, если раньше у нас было противораковое лекарство, которое помогало там, не знаю, в четверти случаев, но его давали всем, потому что все-таки четверть шанса это, там, 25% шанса это лучше, чем 0, да. А сейчас мы научились, научаемся, значит, эти диагнозы ставят более точно, и теперь мы это лекарство даем не всем, а только той четверти, которая оно потенциально нужно. Да? И это идеальная картинка, так не происходит, но постепенно в этом направлении все движется. Как это выглядит с точки зрения экономики тех же самых фармкомпаний? У них продажи упали в 4 раза. С переходом к этой самой персональной, персонифицированной, как ее полагается называть, медицине. Да. Значит, как будет устроена экономика, значит, фармкомпаний? Очень хороший, интересный вопрос. Опять, почему эти лекарства такие безумно дорогие? Потому что они нужны очень маленькому количеству людей. Цена этого лекарства определяется не тем, что его дорого сделать, а тем, что его 10 лет разрабатывали. А оно нужно там небольшому количеству людей. Соответственно, эти небольшое количество людей оплачивают все эти, значит, 10 лет зарплаты этих самых биологов, которые все это капали. С одной стороны, хорошо, хоть чей-то труд оплачивается. Это что значит? Что в будущем у нас конкретно я приду по моему посмотрят, какие ДНК. У вас мутации. Не по вашей ДНК, не дай бог по ДНК, соответствующей вашей опухоли, вам будут прописывать конкретные, значит, курсы. Более того, такое до некоторой степени есть прямо сейчас, потому что, скажем, есть лекарства, которые помогают людям только носителям определенной мутации. В смысле, если у них в раковом геноме эта мутация есть. Поэтому для некоторых лекарств генетический анализ это просто является условием назначения. Это та самая персонифицированная медицина, только в таком еще относительно зачаточном состоянии. Но, по идее, все к этому идет, да. А значит ли, что для меня будут мое личное лекарство изобретать? Личное лекарство для вас изобретать это, значит, недешево. Но если вы, так сказать, у вас есть там несколько лишних миллионов долларов, то, так сказать, такое тоже вполне возможно. Сейчас делают другое. Сейчас пытаются сделать то, что называется онкоиммунология. Значит, пытаются сделать методы, которые воспитывают вашу собственную иммунную систему бороться с вашей же опухолью. Вообще рак – это пробой иммунной системы, потому что в норме, значит, раковая клетка, она продуцирует нестандартный набор белков, и иммунная система это замечает и убивает. Вот по тому самому механизму, который мы там обсуждали какое-то время назад. Да. Значит, если уже не справились, то есть они уже размножились, значит, иммунная система не справляется, так сказать, начался действительно, не дай бог, рак. Но теперь, значит, идея какая, что берут клетки иммунной системы, предшественники клеток иммунной системы, и воспитывают распознавать антигены, характерные для конкретной опухоли пациента. И потом их заселяют обратно. В конечном счете все решается просто тупо численностями. Там, кто быстрее, они делятся или иммунная система их элиминирует. И тем самым эта идея, это как раз надежда, что мы не будем для каждого человека изобретать его специальное лекарство, потому что этого никакая экономика не выдержит. А идея, что такая надежда, что мы выработаем некоторую общую технологию, а индивидуальность будет достигаться за счет исходного разнообразия биологии, естественной. Не могу с вами не поговорить о вирусах в связи со всей сложившейся ситуацией. А для вас это что-то новое? В смысле, или просто мы оказались в том нужном месте в том нужном времени, что новый вирус возник, и все окей, ничего эволюционного в этом нет? Или есть? Если мы разговариваем про современную эпидемию, то, во-первых, нет ничего нового, потому что там эпидемии вирусов, потому что коронавирусов других, случались. И ровно по тому же механизму, прыжок от естественного хозяина природного к человеку. С промежуточным хозяином каким-то или без, это отдельная история. Или напрямую. И, собственно, предыдущая эпидемия
атипичной пневмонии, вот, которая тоже называлась SARS, только с номером 1, там, в 2003 году. Ровно так же, да, там, от летучих мышей вирус перепрыгнул в человека, оказался, как любой молодой патоген, оказался очень злокачественным. В чем разница этого вируса действительно со всеми предыдущими? В том, что у него очень большой инкубационный период, когда у человека симптомов нет, а он уже заразен, и заметное количество бессимптомных носителей. И вот с социальной точки зрения это действительно вещь для человечества оказалась очень неожиданной, потому что вот эта вот идея, что я буду носить маску, я себя хорошо чувствую. Ну, родной, ты себя сейчас хорошо чувствуешь, аж как ты себя через 2 дня будешь чувствовать, никто не знает. Да? Ношение масок, оно уже нужно не столько для того, чтобы человека защищать, сколько для того, чтобы от него защищать окружающих. Да? Такая простая маска, она в первую очередь окружающих защищает. Вот, или там карантин, да? То есть ясно, что карантин лучше объявлять, чем раньше карантин объявить, тем лучше. Но, с другой стороны, там ни одно демократическое правительство не может объявить карантин, пока какое-то количество людей не померло. Ну, цинично, да, потому что... А что сидеть? Все же хорошо, что дома-то сидеть, да? Да. Никто не жалуется. 10 человек померло, чего? И мы из-за 10 человек будем дома сидеть? Не работая. Да? Вот когда 10 тысяч помрет, ну, тогда, так сказать, включая дядю Жору из соседнего подъезда, значит, вот тогда действительно за задницу схватятся. И... Вот. Это, собственно, то, что мы наблюдаем. Да? Сейчас вот на улицу выйдем. Вот. И вот в отличие от каких-то действительно там вот опять первая пневмония, она была существенно тяжелее клинически, она была более заразной, первая типичная пневмония. Но там симптомы начинались вот тогда же, когда человек становился заразным. Да? Там все было очевидно. Да? В этом смысле нам страшно повезло, потому что если бы был вирус, который вот с теми же эпидемиологическими свойствами, но чуть-чуть более смертельный, вот тут бы сказать, что наступил кирдык. Мы на самом деле прошли, ну еще не прошли, но, так сказать, там очень близко к краю. Там очень хорошо, ну, там как пожарная тревога, на самом деле, это надо воспринимать эту эпидемию. Так вот, коронавирус, в связи с тем, что он такой поумнел и сказал, а теперь я буду заражать людей, что вы об этом не узнаете? Это эволюция вирусов? Это не эволюция вируса, потому что в человеке он не эволюционировал. Это просто какой-то вирус, и один из там многих десятков, если не сотен, если не тысяч, которые живут в природных резервуарах, значит, он впрыгнул в человека. И оказался в человеке вот с такими свойствами. А мог и не оказаться, а мог оказаться с другими. В человеке этот вирус присутствует, ну, там, где-то с середины ноября прошлого года. За это время он в человеке не эволюционировал. Он менялся, конечно, но пока что мы никаких следов того, что он вот как-то специально эволюционировал, там, чтобы быть человеком, нет. Патогену уже невыгодно убивать хозяина. Потому что мертвый хозяин там не чихает, не кашляет, ни с кем не обнимается, и вирусы дальше не передает. Теперь... Поэтому патоген, на самом деле, да. Поэтому, на самом деле, вот исторически вроде бы, значит, для каких-то патогенов это просто показано, но для той же чумы, скажем, это показано. Для холеры то же самое показано. Каждая следующая эпидемия холеры чуть более мягкая, чем предыдущая, ровно потому, что патоген постепенно приспосабливается. И там многие комменсалы, то есть те, которые с нами живут, вот, и вообще нам не мешают, это бывшие патогены, которые просто стали безобидными. Да? Гораздо выгоднее там, жить на человеке, чтобы он тебя не замечал, чем его, значит, мучить до смерти. Ну, эволюционно выгоднее. Вот. Поэтому вот на больших эволюционных временах вроде бы есть наблюдение, что патогены становятся более мягкими. И это, опять-таки, естественный эволюционный процесс. Да? Просто те, которые злы, опять, особенности, если у вас маленькие поселения. Вот сейчас маленькая деревня, и у вас на нее напал какой-то страшно злой патоген, но он всех убил, все, привет. А если на нее напал мягкий патоген, или, скажем, злой патоген успел стать мягким, ну, там кто-то поехал на базар, заразил человека из соседней деревни. Да, так оно как-то потихонечку поползет, вот вроде там вирусу лучше. Патогену лучше, не обязательно вирус. Есть обратные примеры. Да, вот люди очень надеялись, что вот вирус подобреет, да. И, так сказать, там, глядишь, там, через несколько месяцев он просто, ну, он будет, но он не такой страшный, да. Ну, у нас есть, скажем, вот нынешние коронавирусы, тоже, наверное, когда-то были плохими патогенами, а сейчас там, ну, насморк. Вот. Вот с точки зрения вируса, там, вызывать насморк – идеальная стратегия, да. Ты хозяина не убиваешь,
А распространяет он при этом, он чихнет. Он даже на работу ходит, потому что, что это за болезнь насморк. Вот. Распространяет там кучу, так сказать, заражает кучу народу. Да? Патогену хорошо, да, он распространяет. Вот. Но есть примеры обратные, да, как-нибудь там черная оспа. Да. Она ни разу, пока ее не убили вакцинацией, просто тотальной, там ни разу не становилась мягче. Это как раз обсуждалось вот в связи с этой эпидемией. Вроде во всех учебниках написано, что патоген должен становиться мягче, а так, если задуматься, опять-таки, особенно если у него длинный инкубационный период, да, если человек там неделю кого-то заражает, то вирус уже, в общем, пофиг, что с ним через эту неделю случится. Он уже и так кучу народ заразил. Но пока что вот никаких признаков того, чтобы этот вирус эволюционировал там, в ту или иную сторону, чтобы разная клиника была разных штаммов, ну вот вроде бы не видно. Вообще в этом смысле вот для там, эволюционистов это какое-то совершенно там, неожиданное чудо, да, когда вы можете смотреть эволюцию просто в реальном времени фактически. Да. Причем очень быструю эволюцию, потому что это там, РНКовые вирусы, они очень быстро меняются, у них плохой механизм копирования и там мутации. Ну, вот, для нынешнего коронавируса это посчитано. Он набирает одну мутацию на геном за 2 недели. Да, то есть он меняется, на самом деле, с дикой скоростью. И когда будут там хорошие данные, вот клинические, последовательностей уже много, несколько тысяч, но они не сцеплены с клиническими данными. Да? То есть вы знаете последовательность, то вы не знаете, насколько злой был этот штамм. Вот. А когда вот придут последовательности, сцепленные с метаданными, то, что называется, да, вот с клиникой, ну, тогда, наверное, будет много всякой красивой науки. Значит ли это, что как бы наше будущее именно за вакцинами? То от одного вируса, то от другой болезни? Ну, с инфекционными болезнями, видимо, да, потому что вирусные болезни, кроме как вакцинирования, особенно ничем и не лечатся, да. Ну, то есть таких... Ну, бывают чисто антивирус, но опять там, скажем, иммунодефицит, вот ВИЧ, его лечат в том смысле, что людей какими-то коктейлями держат долгое время. Но фактически у них там качество жизни не отличается от... Вот сейчас, да, не отличается от здоровых. Научились. И это чистый вот антивирусный коктейль. А с другими вирусами сложно. Но там очень специфический вирус. Там это ретровирус, у него очень специфическая биохимия. И там есть опять... Там фишка в том, что есть такие процессы, в которые можно вмешаться, которые характерны только для вируса, а для наших клеток не характерны. И тогда вы делаете лекарство, которое вируса убивает, а для пациента не ядовито. Но, в принципе, вирусные болезни лечить очень тяжело. Будет ли их больше? Ну как? Ну, если бегать по лесу и жрать, что не по пути, будет больше, да. Ну, а так, что мы там технологическим процессом как-то навредим экосистеме. Нет, это херня. Ой, извините, ерунда. Вот, значит... Ну, опять, нет. Если технологическим процессом вы начнете там по полям раскидывать, значит, дерьмо летучих мышей в качестве удобрения, ну да, так сказать, рабочий, который будет этим заниматься, с большой вероятностью чем-нибудь дозаразится в этом смысле, да. Тут дело не нужно вмешательство в гармонию жизни. Это ерунда, действительно. А дело в том, что там, если человек будет проникать в какие-то экосистемы, типа пещер, значит, в которых он в норме раньше не присутствовал, ну да, он там будет встречаться с новыми патогенами и с некоторой вероятностью их затаскивать. Или там, если он будет держать там, птиц и свиней на одной и той же, значит, в одном и том же скотном дворе, ну, значит, у него утки со свиньями будут, значит, обмениваться друг с другом штаммами вируса гриппа. И рано или поздно сварят что-нибудь, что и хозяину этой фермы тоже будет не полезно. Если там лазить куда не надо, ну да, можно нахвататься чего-то нового. Собственно, мы это и наблюдаем. Там какие-то африканские лихорадки. Что еще может с вирусами быть интересного? Ну, например, от потепления там комары, которые переносят эти вирусы, там попадают в севернее, да, то есть просто меняются естественные ареалы. Ну, есть там всякие, там, лихорадка западного Нила, или как она называется, да, вот есть там комары, которые ее переносят. Они живут в каких-то условиях. Если меняется глобальное экологическое условие, то эти комары начинают появляться где-то еще. Потом их можно просто тупо затащить на другой континент, где их раньше не было. Да, все-таки через Атлантический океан редкий комар перелетит. Как это? Редкий комар долетит до середины Атлантического океана. Вот, значит, да, вот. А если их там затащить там, с какой-нибудь водой, там, личинок или с фруктами, или с чем угодно, просто на корабле,
А дальше они попадают в те же самые там, тропики, да, в котором они привыкли. Только американские. Ну, вот у вас будет там эпидемии, так сказать, появляться. Ну, вот. То есть вот это, ну, это опять, это как бы проблема прозрачности человечества и путешествий во всех направлениях. Да? Пока все сидели в своих деревнях, глобальных эпидемий было меньше. Новые болезни-то появятся? Есть какие-то... Нет, погодите, но если каждые 10 лет появляется новая болезнь, то какие основания думать, что в следующие 10 лет вдруг каким-то чудом их новых не будет? Нет, конечно, появится. Старые будут по-другому себя вести, новые будут появляться, конечно. Но сегодня это зависит именно от того, От самолетов. Все зависит от самолетов. Нет, от двух вещей. От самолетов и от, значит, манеры залезать, куда лазить не надо. Все, спасибо огромное, дико интересно, браво.